Россия – пространство гордости за свою страну и людей, которые в ней живут. Аналогов ему в мире нет. Здесь работает постоянная экспозиция «Путешествие по России». Это наглядная демонстрация достижений нашей страны в прошлом и настоящем. С момента открытия Национального центра в ноябре 2024 года прошло более 10 выставок. Мы сотрудничаем с лучшими производителями страны. В универмаге «Россия» можно найти продукцию, созданную руками и сердцем. В гастрономических рядах представлены кухни народов России. Через вкус можно многое узнать о стране, ее традициях и культуре. Национальный центр – это сотни культурных, образовательных, деловых и международных событий, важных для всего мира. Мы соединяем сердца на первом, единственном в мире свадебном фестивале. Это бережное сохранение традиционных семейных ценностей. Мы бережно храним память о подвигах героев и объединяем людей со всех уголков России, создавая живую связь прошлого, настоящего и будущего. Особое внимание уделяем молодежи и развитию их профессиональных навыков. В школах юного экскурсовода и журналиста мы признаемся в любви к родине. В 2029 году откроется новое здание Национального центра в Москве. Как вы думаете, с чего начинаются великие изобретения и невероятные открытия? С самой первой линии, с точного движения руки или недостающей детали, которая меняет все. Все великое сначала было только в чьем-то воображении. И, возможно, следующая мечта, которая изменит мир, родится именно сегодня. Будущее начинается с вашей мечты. Дорогие друзья, всем привет! Добрый день, друзья! Давайте поприветствуем друг друга, всех мечтателей и визионеров, всех, кто неравнодушен к научной фантастике и творческому самовыражению. И, конечно, отдельно давайте поприветствуем нашу Алису из будущего, очаровательную, которую только что увидели на большом экране. Она символ проекта и наш виртуальный рассказчик. Ее образ придумали на втором международном симпозиуме «Создавая будущее» в октябре 2025 года. Его тогда придумала команда «Кролики» на первом кубке нейроконтента. Итак, дорогие друзья, давайте еще раз все друг друга поприветствуем. Вы уже победители, раз вы сегодня с нами в Москве. И сегодня вместе с вами Наталья Храмова и Никита Пименов. Добро пожаловать на церемонию награждения второго конкурса видеоэссе «Мечты о будущем» в Национальном центре «Россия». Наш конкурс объединил всех, кто умеет делать, по крайней мере, одну очень важную вещь – смело мечтать и фантазировать. Кто не боится придумывать, экспериментировать и говорить о будущем своим языком. Да-да, друзья, это все про вас. И просто невероятно, сколько вас здесь оказалось. Своим видением будущего с нами поделились ребята из всех 89 регионов России. А также из 10 республик ближнего зарубежья: Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Армении, Азербайджана, Туркменистана и Приднестровья. Всего в конкурсе приняли участие 3740 человек или 935 команд. Вы только вдумайтесь в эту цифру. В этом году наш конкурс шагнул далеко за пределы страны и стал по-настоящему международной площадкой для юных мечтателей. В своих действительно невероятных работах вы соединили технологии и настоящие живые эмоции, искусственный интеллект и реальные съемки, личный опыт и командную работу. А вдохновение черпали там, где его всегда в избытке, в произведениях, рожденных воображением научных фантастов.
И сегодня в этом зале авторы 20 лучших работ. Друзья, это уже большая победа. А яркое будущее любит тех, кто пробует и не перестает мечтать. Итак, прямо сейчас давайте проведем быструю, короткую перекличку. Услышите свой город или регион, то пошумите, поприветствуйте всех нас. Итак, начали. Команда из Москвы, Где вы? Не Севастополя, видим вас. Алтайского, Громче, громче. Хабаровского и Ставропольского краев. Погромче. Аплодируйте друг Вот другу, Свердловской, Московской, Белгородской, Вологодской, Владимирской и Нижегородской областей. А также команды из Чувашии, Хакасии, вот, молодцы, Башкортостана, Молдовы, Приднестровья и Беларуси. Друзья, еще раз тепло давайте друг друга поприветствуем и поздравим с выходом в ТОП-20. Национальный центр «Россия». Как громко, как хорошо вас слышно. Национальный центр «Россия» создал этот проект с важной целью возродить интерес к богатейшему наследию российской и советской научной фантастики. И в этих произведениях смелые идеи были высказаны задолго до того, как стали реальностью. А сегодня мы продолжаем эту старую добрую традицию, вдохновляя уже новое поколение интересоваться наукой, исследованиями и технологиями. И достаточно символично, что наш конкурс проходит под эгидой десятилетия науки и технологий, ведь именно любопытство, воображение и стремление искать новое становятся отправной точкой для будущих открытий. Дорогие друзья, для торжественного открытия нашей церемонии и приветственного слова мы с большим удовольствием приглашаем на эту сцену генерального директора Национального центра «Россия» Наталью Сергеевну Виртуозову. Наталья Сергеевна, добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, вам слово. Ребят, ну что-то вы начинали как-то не очень громко шуметь, поэтому давайте все-таки все вместе друг друга поприветствуем. Ну уже, я хоть и руководитель Национального центра России, но я тоже с региона, с Алтайского края. Закончила Бийский лицей Алтайского края, и поэтому я тоже когда-то тоже очень мечтала. И вот, слава богу, многие мечты сбываются. Но вообще вас всех сегодня приветствую на церемонии награждения второго конкурса эссе «Мечты о будущем». Ребят, я вас очень хочу, во-первых, поблагодарить за то, что вы рискнули, дерзнули и отправили свое эссе. Потому что вы сегодня находитесь в особенном месте. Это Национальный центр России, созданный по распоряжению нашего президента Владимира Владимировича Путина. И одна из его целей именно для того, чтобы ребята со всей нашей страны собирались здесь вместе. Цели могут быть абсолютно разные, но обязательно, чтобы в сердце была любовь к родине, чтобы была дерзость, чтобы мечтали, и чтобы не сомневались в том, что мечты обязательно сбудутся и исполнятся. В этом году у нас особенный конкурс. Ну, во-первых, мы видим, как вырос уровень участников. Ребят, мы тут некоторые смотрели работы, даже плакали. Насколько трогательно, сколько сердца вы вложили в каждую свою работу. Более того, впервые этот конкурс международный. У нас приняли участие ребята из 10 стран. И для нас это особенно важно, потому что этот год объявлен нашим президентом годом единства. Поэтому очень важно, что мы здесь такие разные, но мы вместе. И вместе мечтаем. Но самое главное, что здесь мы, безусловно, в Национальном центре «Россия» собрались для того, чтобы мечтать, для того, чтобы проектировать, строить наше, безусловно, счастливое, наше лучшее будущее. Поэтому, ребят, я вас поздравляю, потому что каждый, кто здесь находится, уже победитель. И для меня, я еще очень хочу вас пригласить. У нас 12-13 ноября в Национальном центре России здесь, в Москве, пройдет симпозиум, международный симпозиум «Создавая будущее».
Вот. И я уверена, что кто-то из вас обязательно будет его участником. Мы вас очень ждем, потому что нам без вас, без таких дерзких, смелых, красивых, ярких, со всех уголков нашей великой Родины никак нельзя. Вот. Поэтому еще раз приветствую вас и очень надеюсь, что вы здесь подружитесь, познакомитесь, может быть, кто-то даже влюбится, это тоже бывает. Я вот верю в любовь с первого взгляда. Вот. И самое главное, уедет отсюда с теплом, с верой и, безусловно, с новой мечтой. Всех поздравляю! Наталья Сергеевна, спасибо вам большое за вдохновляющую речь. Сразу захотелось воплощать свои мечты в реальность, строить планы на будущее, ну или, по крайней мере, записать несколько идей, которые уже сразу в этот момент появились, и чтобы их не забыть и воплотить после нашей церемонии. Ну а нам срочно нужно сделать одно, это перейти к тому, ради чего мы все здесь с вами собрались, к награждению, друзья. И начнем мы со специальных номинаций. Вы готовы? Мне кажется, готовы только правые столики. Друзья, вы точно готовы перейти? Наши мечты неразрывно связаны с книгами, ведь именно в них будущее впервые обретает некую ощутимую форму и конкретные формулировки. И тогда ты сразу понимаешь, что невозможного куда меньше, чем нам кажется вначале. И как писал академик Струмилин, и здесь цитата, «Книги рождают мечту, вызывают ее к жизни, заставляют размышлять и воспитывают самостоятельность суждений». И кажется, что сегодня все это звучит особенно точно. Итак, дорогие друзья, уважаемые гости, первая специальная номинация «Выбор читателей». Она учреждена федеральной сетью книжных магазинов «Читай город», медиа прочтения ЮФ и Академии IT-профессий «Хичкок». Для участия в этой номинации, для публикации работ важно было использовать хэштег «Будущее мечты». И чтобы огласить результаты и поздравить победителей, к нам на сцену приглашаются руководитель пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай город» Анастасия Павловна Савчук. Ждем вас на сцене. Также приглашаем основателя Академии «Хичкок» Артем Игоревич Ковалев. И руководитель всероссийского молодежного проекта о чтении ЮФ Александр Николаевич Аксютин. Ждем вас на сцене. Давайте тепло поприветствуем наших уважаемых гостей на этой сцене. Итак, все в сборе. Давайте начнем с главного приза в этой номинации. Анастасия Павловна, кому же первая речь ваша? Кому же достанется сертификат на продукцию федеральной сети магазинов «Читай город» на сумму в 60 тысяч рублей? Еще раз всем здравствуйте. На самом деле мы второй год являемся партнерами данного конкурса. Да, и мы сами очень рады участвовать, потому что мы безумно любим Национальный центр России, и каждый год мы видим, как реально ребята стараются все больше. И в прошлом году мы победители были ребята из Татарстана, вот. А в этом году мы посмотрели, за что голосовали сами, так сказать, читатели, смотрители этих видео, и были в шоке от качества работ. Вот. Мы не будем долго томить. Я еще хотела сказать о том, что как важно мечтать. И чтобы мечтать, так сказать, еще больше, нужно читать. Потому что в книгах есть как раз-таки то, что помогает лучше воображать, любить, ценить. И я прям обожаю читать и всем вам советую. Так вот. Самый главный приз – это сертификат в нашу сеть. Получает команда «Лечу над миром», Владимирская область. Друзья, ждем вас на этой сцене для торжественной вручения награды. Сегодня вам аплодирует не только вся Владимирская область, но и вся Россия. Поздравляет вас с этой наградой. Также приглашаем куратора на сцену. Какая команда без куратора? Ждем вас. Давайте погромче поприветствуем наших первых победителей. Молодцы, никуда Друзья, не не уходите, пожалуйста, со сцены. Подойдите Оставайтесь к нам с нами, поближе. подходите ближе к нам. Вот сюда, проходите.
А мы продолжаем, и всегда интересно не только то, что мы уже знаем и умеем, но и то, чему нам еще только предстоит научиться. И у нас есть специальный подарок. Это месяц бесплатных онлайн-занятий Академии IT-профессий «Хичхок» для команды в старшей возрастной группе. Артем Игоревич, думаю, что вы уже поняли, что сейчас мы ждем ваших слов и вашего объявления победителя. Да, всем добрый вечер. Я поддержу буквально минутку интригу. Наверняка все знают, что в России самые лучшие айтишники. Я думаю, что в этом году как раз-таки благодаря использованию искусственного интеллекта в рамках конкурса мы смогли в этом убедиться, в том числе среди подростков. Вот, на самом деле очень крутой конкурс. Я смотрел работы. Мы в рамках сотрудничества с конкурсом охватили больше 35 регионов РФ. Видел очень классный, высокий уровень проектов. Вот, и поэтому не буду тоже долго томить. И побеждает команда архитектора нового мира В2 Ставропольский край. Ее, к сожалению, сегодня нет, но я так понимаю, что мы посмотрим видео команды. Все так, мы посмотрим небольшое видеообращение. Наша работа – это призыв для нынешнего поколения к заботе о природе. Ведь именно от нас зависит то, как будет выглядеть наше будущее. Мы надеемся, что наша работа найдет отклик в ваших сердцах. Всем желаем удачи! Друзья, давайте еще раз поаплодируем архитекторам нового мира В2 Ставропольский край, чтобы точно услышал эти аплодисменты. И, конечно, специальный подарок. И также книжный набор отправится сразу после этой церемонии. Знания, которые мы получаем сегодня, становятся возможностями завтрашнего дня. И прямо сейчас мы рады пригласить на сцену команды, которые получают в этой номинации специальные книжные наборы от наших партнеров. Итак, кто же это? Огласите, пожалуйста, весь список. Да, коллеги, да, добрый день. Рады присутствовать уже второй год, повторюсь, но я буду краток. Читайте, вдохновляйтесь, учитесь, а мы всегда будем рядом и поддержим. А теперь давайте пригласим команды. Значит, третий приз. Но я вообще считаю, что вы все здесь победители. Вот эти градации по местам, они нам не нужны. Академический альянс Москва. Космостудия Star Soch. Команда «Морские коньки» и команда «Дедлайн вчера». Поднимаемся на сцену команды. Приглашаем вас вместе с вашими кураторами. Поднимайтесь к нам на сцену. За призами, аплодисментами. Давайте погромче. Поздравим ребят с заслуженными наградами. Уважаемая команда, да, все правильно. Как раз остаемся все на сцене. Сейчас, когда все будем в сборе, сделаем фотографию на память. И также есть название команд. Так. Сейчас все призы будут вручены. Вообще, конечно, невероятно. Давайте встанем поплотнее немножечко, да? Давайте поближе для чуть, чтобы мы сделали фото, для общий того, чтобы кадр. мы сделали кадр на память. Давайте все вместе, пожалуйста. Уважаемые Поближе, подружнее, потеснее, ребят. Поплотнее давайте друг к другу. все вместе. Так. Так, друзья, и я, знаете, попрошу вас чуть ближе ко мне всех немного подвинуться, потому что там микрофон будет кого-то загораживать, чтобы это был яркий, красивый снимок, который украсит не только ваши альбомы, но и альбом и об истории нашего конкурса видеоэссе. Вот так. Снимки Ну на и память. улыбаемся, ребят, улыбаемся, вас фотографируют. Эти кадры вы будете потом пересматривать через годы, показывать друзьям, родителям, чтобы они гордились. Итак, финальные кадры, которые украсят историю нашего конкурса видеоэссе. Друзья, давайте еще раз поздравим громкими аплодисментами наших первых победителей. Спасибо вам большое. Пожалуйста, занимайте места в зале. Конечно, невероятно, столько победителей на одной сцене, столько ярких, талантливых ребят. Практически настоящая редакционная коллегия будущего была только что на нашей сцене. А мы давайте продолжим и переходим к следующей специальной номинации фонда Сколково. И здесь процитируем. Сколково открыт для всех, кто хочет создавать что-то новое, кто предвосхищает и приближает будущее. И это очень точно совпадает с настроением нашей церемонии.
И в данной номинации работы сложно разобрать на отдельные составляющие, но так легко прочувствовать их. Оценивалось все вместе. Идея, подача, атмосфера и то, как это реализовано технически. И для объявления победителей в младшей и старшей возрастных категориях на сцену приглашается руководитель Центра гуманитарных проектов и исследования Российской государственной библиотеки для молодежи, член Союза писателей России и поэт Евгений Викторович Харитонов. Всем здрасте, всем привет. Знаете, когда-то советская научная фантастика умела очень здорово мечтать, и вот эти мечты, они захватывали, вдохновляли всех. То есть я сам человек, так сказать, вырос в советское время. Потом нам сказали, что мы как-то неправильно мечтали, и на долгое время мы стали бояться будущего. Вот сегодня писатели-фантасты вновь делают робкие шаги к мечтам, пытаются снова научиться мечтать. Вот пока писатели пытаются, пробуют, вот ребята, молодые ребята уже мечтают дерзко, интересно, вдохновенно и вдохновляюще, что очень важно. Вы все большие молодцы, вот, и вы же прекрасно понимаете, что вот все ваши мечты, вот то будущее, о котором вы мечтаете, зависит уже не от нас, а оно зависит от вас. Спасибо, что вы это делаете. Спасибо, что вы мечтаете. И я очень надеюсь, что вы будете реализовывать эти мечты в жизнь. Вот. А мы, может быть, еще и даже застанем это прекрасное время. Так. Итак, барабанная дробь, имена победителей. Вот ваши аплодисменты. Первое место, да? Блин. Команда «Море внутри», Севастополь, город-герой. Да. Евгений Викторович. Да, сейчас мне же еще надо сначала... Евгений Викторович, давайте сразу объявим второго победителя в первой номинации. Так, да, и второй победитель – это команда из Московской области «Юные журналисты будущего». Поднимайтесь на сцену к нам. Приглашаем команды и ваших кураторов на сцену для получения заветной награды. Наслаждайтесь этим моментом, вы его действительно заслужили. Друзья, вы не жалеете своих эмоций и своих ладошек для того, чтобы поздравить ребят с заслуженными наградами. Долгий путь они преодолели и сегодня вместе с нами на этой сцене. Ну и, конечно, давайте сделаем совместное общее фото на память. Смотрим на фотографов и улыбаемся. Вот эти заслуженные аплодисменты. Спасибо вам большое. Желаем вам успехов в дальнейшем. Уважаемые команды, занимайте, пожалуйста, место в зале. Евгений Викторович, а вас мы попросим остаться для объявления. А сейчас конверт вам вынесу для объявления еще одной команды, еще одного победителя. Мы знаем, что каждая новая технология дарит людям новый инструмент, но часто забываем, что это и совершенно новый способ проживать настоящее и приближать будущее. И у нас есть еще один победитель в этой номинации. И вот кому же достанется специальный технологический приз из числа разработок фонда Сколково, мы узнаем прямо сейчас. Мы, кстати, самые внимательные уже заметили имя победителя. Друзья, кто победитель у нас? Все правильно. Все правильно. Давайте вместе их поздравим. Архитекторы нового мира. Евгений Викторович, мы решили вас опередить. А ребята, к сожалению, сегодня не присутствуют, но эти дружные овации бурные. Им обязательно доставим Ставропольский. Все, да, спасибо вам большое, Евгений Викторович. Итак, дорогие друзья, давайте продолжать.
Будущее невозможно представить без людей, которые умеют превращать креативные идеи в реальные проекты, смыслы и новые возможности. Именно этим занимается ОНО «Креативная экономика», организация, которая помогает развиваться креативным индустриям в нашей стране и системно поддерживает созидательные идеи нового поколения. И которая подготовила специальный приз для наших участников. Ведь ваши работы, вдохновленные классикой российской и советской научной фантастики, только убеждают нас в том, что креативная экономика начинается с идей тех, кто не боится мечтать. Ну что, дорогие друзья, давайте прямо сейчас узнаем имя победителя. На сцену приглашается заместитель директора по программной и исследовательской работе, директор федерального фестиваля форума «Российская креативная неделя» Наталья Владимировна Кочеткова. Под ваши аплодисменты. Здравствуйте, друзья! Рада всех приветствовать. Могу сказать, что за наше будущее я спокойна. Спасибо всем участникам. Хочется сказать, что вы наши молодые коллеги по креативному цеху, потому что тот уровень и качество работ, которые мы посмотрели, просто невероятный. Иногда казалось, что ты смотришь работу большого мастера, сценарий, героя и, самое главное, смыслы. Вот это вселяет надежду и спокойствие, потому что в нашем будущем точно будут ценности дружбы, поддержки, любви и даже немного дисциплины. Ну что, кто победил в номинации «Будущее строится сегодня»? Одна из сильных команд, сильнейшая работа, которая меня лично, конечно, потрясла. Белгородская область. Дедлайн вчера. Поднимайтесь. Дедлайн вчера. Белгородская область сегодня здесь у нас, в Москве, на сцене. Друзья, ждем вас на сцене, а также вашего куратора. Ну и, конечно, мы не можем отпустить вас без фотографий на память, поэтому улыбаемся, это ваш момент. А вы аплодируете, поддерживаем друг друга сегодня. Друзья, эти аплодисменты вам и эти подарки, эти заслуженные награды тоже ваши. Спасибо вам большое. Спасибо вам еще раз, поздравляем. Пожалуйста, занимайте места в зале. Удивительно, конечно, как реальность со временем догоняет идеи писателей-фантастов. Вот, например, чтобы не быть голословным, вспомню Ивана Ефремова. Он смог больше полувека назад описать жидкие кристаллы, спутники на орбите и даже, по сути, 3D-телевидение. Но все же очень важно, что при этом оставались фантазии, которые все еще опережают время. Ведь тот же Ефремов писал: если бы случилось, что реальность обогнала бы наши мечты, то это бы означало, что люди попросту перестали мечтать. Да, но глядя на вас сегодня с этой сцены, мы уверены, что мы можем быть спокойны. Ребята, ждем от вас в ближайшем будущем новые воплощения всего того, что когда-то казалось нереальным, могли только мечтать об этом или писать в книгах, а завтра это станет неотъемлемой частью нашей жизни. Все в ваших руках. И следующий специальный приз представляет Ассоциация участников технологических кружков, которая занимает Национальной технологической олимпиады для 5, 7 и 8, 11 классов, а также играми в контексте развития кружков дополнительного образования. Итак, встречаем на сцене вице-президента Ассоциации кружков Анастасию Сергеевну Старостинскую. Под ваши аплодисменты Анастасия Сергеевна поднимается на сцену для объявления победителей. Дорогие ребята, кураторы, организаторы, я очень рада быть сегодня здесь, рядом с теми, кто так смело и креативно говорит о будущем. Мы сами в кружковом движении создали целый научно-фантастический мир «Берлога», и мы знаем, насколько сложно те образы, те мечты, которые роятся где-то в голове, есть в сердце, воплотить так, чтобы они стали понятны другим. Найти для них образы, найти для них подходящие слова. И мне было очень радостно видеть, что у вас получилось, что в тех видео, которые мы смотрели, действительно, вам получилось показать тот мир, в котором хочется жить. И хочется отдельно поблагодарить кураторов, потому что мы в кружковом движении работаем с наставниками кружков и знаем, насколько это большая и сложная работа, которая обычно остается за кадром, но именно благодаря вам ребята собираются, не сдаются и доводят свои идеи до конца. Поэтому спасибо вам большое, что пришли сегодня поддержать их.
И это и ваши победы тоже. Я очень надеюсь, что вы не остановитесь на тех мечтах, которые у вас есть. И, кстати, если кто-то хочет продолжить, то как раз вот у нас по миру берлоги до конца августа можно подать свои сценарии и синопсисы и получить финансовую поддержку на тоже тизер с помощью искусственного интеллекта, если вы хотите продолжать мечтать. Но и я надеюсь, что дальше вы будете тоже действовать и создавать то самое будущее, которое вы задумали. Да. Но и теперь давайте уже раскроем интригу. У нас две команды победили, одна в младшей категории, другая в старшей. Это команда «Детишки», Республика Чувашия. Приглашаем вас на сцену вместе с вашими кураторами. Да, куратор тоже, выходите, если вы в зале. Это точно ваша победа тоже. И давайте сразу узнаем вторых победителей. Я сейчас быстро скажу, да, еще одна команда. Это команда «Киберсаженцы», Республика Беларусь. Друзья, киберсаженцы, также ждем вас на этой сцене и вашего куратора. Детишки, я смотрю, подготовились. Вышли с флагом Чувашии. Молодцы! Мне кажется, ли как-то тихо сейчас в зале, хотя мы встречаем победителей на этой сцене. Команда «Киберсаженцы» из Республики Беларусь. Друзья, поздравляем вас от всей души. Эти аплодисменты, эти награды, конечно же, ваши. Делаем общее фото, улыбаемся. Кадры, которые мы потом будем пересматривать, это точно. Браво! Поздравляем вас с заслуженными наградами. Пожалуйста, приглашаем занимайте вас на свои места. Места в зале, а мы готовы продолжать. Еще хотелось немножко поумничать, процитировать классика. Вот помнится, один из героев произведения Стругацких говорил: какой смысл говорить о будущем? О будущем не говорят. Его, друзья, знаете продолжение? Его делают. Конечно, нужно не только о нем говорить, но и делать. И мы, конечно, с этим согласны, но все-таки уверены, для начала его нужно уметь представить, визуализировать. И что немаловажно, интересно, увлеченно и по-настоящему ярко о нем рассказать, его это будущее заявить. И вот, к счастью, это возможно благодаря нашему конкурсу. И мы готовы отметить наших мечтателей еще одним специальным призом от анимационной студии «Ярко». И мы с удовольствием приглашаем на эту сцену генерального директора и генерального продюсера анимационной компании «Ярко», эксперта в сфере создания и продвижения детских анимационных проектов Альбину Амирзяновну Мухамедзянову. Вот ваши аплодисменты. Я очень рада быть на этой сцене, смотреть ваши проекты. Вы уже умеете мечтать, вы уже можете создавать миры на экране. Я, как человек, только этим и занимающийся последние 20 лет, считаю, что вы на правильном пути, потому что люди, которые мечтают, люди, которые создают, люди могут двигать себя, свою страну и свое будущее. Пожалуйста, продолжайте, вдохновляйтесь, идите вперед, потому что за вами стоим мы, и мы всегда вам поможем. Так, у меня тут 3 команды. Господи, я в каждом регионе была, это так прекрасно. Команда «Нижегородская волна», Нижегородская область. Поднимаемся на сцену. Прошу на сцену. Команда «Громкие парни», Свердловская область. Давайте пошумим громким парням. И команда «Проекты 27», Хабаровский край. Все прекрасные регионы, обожаю всех. Была и в Екатеринбурге, и в Хабаровске, и в Нижнем Новгороде. Везде красиво по-своему. Я рада, что вы приехали все сюда. Будем поздравляться. Вот ваши дружные громкие аплодисменты и яркие. Благодарим вас за действительно яркие работы, за яркое видение будущего.
Призы находят своих победителей. И буквально через секунду мы готовы сделать общее фото. Все вместе. Улыбаемся нашим фотографам. Они здесь в зале, все камеры для вас. Делаем кадр, который захочется пересматривать и через много лет. Ну что, фото готово. Спасибо вам, что вы здесь сегодня с нами. Да. И первая команда явно не досчиталась подарков. Друзья, сейчас все исправим. Каждый участник, каждый победитель получит свои заветные подарки. Ну, либо они поделятся. Все-таки мы здесь дружим. Правильно? Но подарки для каждого свои. Это точно, друзья. Спасибо вам большое еще раз от всей души. Поздравляем вас! А мы продолжаем. И вот мы говорим, наши мечтатели, но участники конкурса не просто фантазируют в стол, они создают видео, монтируют, пишут сценарии, работают с нейросетями, мы об этом сегодня уже говорили. А ведь это может стать началом большого пути. И приятно осознавать, что воплощение мечты постепенно может превратиться и в основу для успешной карьеры, и даже в дело всей жизни. Да, ведь первые большие успехи могут сформировать увлечение и желание реализовать себя. И когда их замечают люди, для которых творчество не хобби, а профессия, это, конечно, особенно ценно. И партнеры нашего конкурса «Экосистема по формированию кадрового потенциала креативных индустрий в России» Art Masters подготовили для вас специальный приз. И для его торжественного вручения мы с удовольствием приглашаем директора экосистемы Art Masters Борислава Борисовича Володина. И режиссера-постановщика, автора, клипмейкера и победителя Art Masters 2022 Егора Владимировича Воронина. И вижу на сцене и будущие победители Art Masters тоже к нам присоединились. Добрый день, это мой сын Марк. Я бы очень хотел, чтобы он когда-нибудь вышел на эту сцену не с папой, а сам получил этот приз. Art Masters является партнером уже второй год. Я считаю, что очень здорово, что в нашей стране появился такой конкурс. Я поздравляю с этим Наталью Виртуозову. И считаю, что этот конкурс должен существовать долго и в будущем, в далеком будущем. Это не мой сын. Это режиссер и эксперт в части нейросетевых решений. О, да, очень симпатичный тоже. Вы знаете, на самом деле Антуан Сент-Экзюпери, великий писатель, сказал когда-то такую фразу. Он сказал, что шаги превращают любую мечту в цель. Я бы очень хотел, чтобы вы, уважаемые участники, шли вперед к своей цели, сами вперед. И, конечно, тогда ваши мечты обязательно сбудутся. Собственно говоря, сам конкурс и ролики, которые мы отсматривали, скажет Егор Воронин. Да, спасибо огромное. Очень рад оказаться здесь. Спасибо за такие прекрасные инициативы Национальному центру России, Наталье Сергеевне. Спасибо огромное, жизнерадостной, прекрасной. Вот. Ребята, вы мастера, таланты, и то, как вы умеете пользоваться сейчас технологиями, это удивительно. И все сейчас говорят нейросети, искусственный интеллект. Но надо не забывать все-таки, что искусственный интеллект – это всего лишь инструмент. Вот. И мое, например, огромное пожелание, я занимаюсь нейросетями сейчас очень активно и много, чтобы мы не забывали, что человек, именно вы стоите за этим искусственным интеллектом и за этим инструментом. Вот. А вы – это и есть будущее. Перед тем, как мы объявим победителей, я скажу, что в прошлом году я тоже здесь вручал приз, и в этом году победители предыдущего конкурса уже сегодня в Art Masters, в основном чемпионате, уже пробиваются в финал, и, может быть, скоро о них узнает вся индустрия. Ну, давай тогда объявим победителей. Да? Я объявлю команду номер 1, а ты команду номер 2. Значит, мы выбрали, первая команда, это команда «Детишки», Республика Чувашия. Поздравляем детишек и ждем вас снова на этой сцене. Вторая команда. Вторая команда – это команда «Киберсаженцы», Республика Беларусь. Вот они, иностранцы.
сделали дубль сегодня. Поднимайтесь к нам, ждем вас. Друзья, путь на сцену вы уже хорошо знаете, поэтому ждем вас на этой сцене снова. Я смотрю, и Марк тоже принимает участие в церемонии вручения. Давайте еще раз поздравим, все верно, громкими, дружными аплодисментами наших победителей. И хочется немного заглянуть в будущее. Можно точно сказать, что в нем вы уже точно, ребята, прошли в квалификационный этап чемпионата Art Masters. Поздравляем вас. Ну и, конечно, вы уже знаете, раз были на этой сцене, что сейчас будет традиционное фото на память. Поэтому улыбаемся еще шире, у вас еще больше призов, еще больше возможностей. Не сдерживаем эмоций, да. Друзья, давайте Спасибо только чуть-чуть еще подвинемся, чтобы ближе к центру, чуть левее. Давайте еще раз сделаем кадр, чтобы у нас были красивые яркие снимки, которые украсят нашу галерею и вашу личную галерею. Так, еще раз смотрим в кадр, не моргаем. Это самое главное, чтобы ни у кого не были закрыты глаза, если только от удовольствия и от счастья. Спасибо вам. Итак, давайте продолжать. Эти победы, конечно же, не точка, это скорее запятая, многоточие, восклицательный знак. В общем, вы меня поняли. Обязательно продолжайте, воплощайте свои идеи, даже если кажется, что они из области фантастики. Или даже тем более, если они из области нашей любимой научной фантастики. А дальше только интереснее, ведь мы подошли к очень волнительной части нашей с вами церемонии. Совсем скоро, друзья, мы узнаем имена победителей в основной номинации. Итак, напомним, в начале второй конкурс видеоэссе «Мечты о будущем» проходил в двух возрастных категориях – 12-15 лет и 16-18. И вот что интересно, в старшей группе чаще обращались к теме «Будущее строится сегодня». В своих видеоэссе вы поднимали вопросы смысла жизни, ответственности за планету, роли науки, человеческого выбора и развития отношений в эпоху супертехнологий. А вот в младшей возрастной категории самой востребованной стала тема технологий и природа и размышления о балансе между технологическим прогрессом и сохранением биосферы Земли. Итак, давайте узнаем, кто же получит призы. Итак, друзья, барабанная дробь. Но барабанов у нас нет, поэтому как нужны ваши аплодисменты, конечно же. Помогайте нам, помогайте тем, кто сейчас выйдет на эту сцену. Итак, начнем мы с объявления третьего места. Сегодня мы уже не раз говорили о том, что у мечты действительно нет границ, а наш конкурс получил статус международного. И для вручения призов мы с большим удовольствием приглашаем на эту сцену директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Российской Федерации. Встречайте Елену Владимировну Галактионову. Елена Владимировна, вам слово. Добрый день, я рада всех приветствовать. И начну, собственно, как и все, с признания. Я тоже отношусь к тому поколению людей, которые не представляли свою жизнь без литературы фантастического толка. У меня были все эти, у моих родителей, естественно, были все эти собрания «Зарубежная фантастика», библиотека фантастической литературы, библиотека приключений и научной фантастики. И мы тогда, мы прочитывали все эти многочисленные тома и начинали сначала. Я, конечно, в тот период представить себе не могла, что я доживу до времени, когда у каждого ребенка будет доступ к технологиям, которые позволят вот так вот легко и сразу создавать видеоэссе, пересылать их туда, куда нужно. И это, конечно, замечательно. Я трепещу от мысли о том, каким будет то будущее, которое предстоит построить вашему поколению. Думаю, что мы, наверное,
дошли, знаете, оказались в той точке, когда как минимум вашему поколению предстоит проверить вот тот тезис, который в свое время выдвинул Станислав Лем, он назвал его третьим законом эволюции, о том, что создаваемое не может превосходить своего создателя. В любом случае, надеюсь, что в этом новом, дивном, прекрасном мире, который вы построите, ну, найдется место все-таки дипломатам, хотя бы на какое-то время. А мы рады оказывать поддержку этому конкурсу, поскольку уверены, что ну, вот эти технологии, о которых я уже сказала, и к которым мы все получили доступ, должны использоваться во благо. И такой конкурс — это вот правда наилучшее им применение. Поэтому пусть об этой инициативе узнают в как можно большем количестве стран и получат возможность принять участие. Поэтому я очень рада объявить, что третье место получила команда «Солярис» из Республики Молдова. Итак, в младшей группе, да, третье место заняла команда «Солярис». Давайте поприветствуем ребят на этой сцене. Сегодня вам аплодирует не только вся Республика Молдова, но и вся наша страна. Заслуженной наградой также давайте, конечно, фотография, которая украсит все наши альбомы. Смотрим, пожалуйста, в центр зала на нашего фотографа, друзья. А мы ждем ваших аплодисментов. Браво! Спасибо вам, поздравляем от всей души. Просим команду занять место в зале. Елена Владимировна, вас, как говорили в фильме, попросим остаться. Хотим узнать, кто же получил приз в старшей группе. Друзья, спасибо. Мы под аплодисменты провожаем вас в зал. Елена Владимировна, ну что, не томите нас. Скажите, кто же победил в старшей группе? Третье место. С удовольствием. Третье место получила команда Алтайского края «Код клуба открытых дверей». Друзья, поздравляем, ждем вас на сцене, вас и ваших кураторов. Клуб открытых дверей «Алтайский край» выходит со своими призами, аплодисментами и нашим признанием. Я смотрю, ребята не только талантливые, но еще и такие яркие все. Какие необычные костюмы они выбрали для сегодняшней церемонии. Ну и, конечно, делаем общее фото на память. Без него мы вас не отпустим с этой сцены. Какие широкие, яркие улыбки. Спасибо вам большое. Спасибо. Просим занимать место в зале. А мы продолжаем, друзья. Давайте сразу узнаем, кто же у нас на втором месте. Для объявления победителей мы ждем на сцене директора Национального центра космических компетенций Елену Павловну Константинову. Добрый день, уважаемые участники. Я очень рада вас здесь всех приветствовать. И когда я просматривала ваши работы, у меня было такое ощущение, что вот мы в космической отрасли постоянно говорим о том, что мы создаем будущее. Все наши проекты, они рассчитаны на реализацию 20-50 лет вперед. И мы заранее, когда что-либо прорабатываем, закладываем этот срок. И нам очень важно среди молодого поколения, среди того будущего поколения, которое будет реализовывать те проекты, которые мы создаем и пишем сейчас, чтобы были заложены эти ценности. Ценности о том, какое должно это быть будущее. Светлое, технологическое, с правильными смыслами. И работы, которые я видела, они прекрасно с этим справились. Но самая главная мысль, которая была в них, это то, что мы это будущее формируем и создаем именно сейчас. Те действия, которые вы совершаете, тот выбор, который вы делаете, он как раз-таки и создает то, о чем мы с вами говорим. И поэтому сейчас я хочу представить команду Маливи, Вологодская область. Друзья, ваши аплодисменты! В младшей возрастной группе побеждает команда из Вологодской области. Давайте погромче их поприветствуем на этой сцене. Аплодируем, поддерживаем наших призеров. Практически кадры только что из блокбастера видел. Так все невероятно снято. Очень талантливо.
Фотографию сделали, улыбаемся шире. Наши фотографы и операторы сегодня для вас. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья. За ваше творчество, за ваши навыки. Елена Павловна, а мы с нетерпением ждем имя победителя команды, которая заняла 2-е место в старшей группе. Вот он конверт, в котором то самое имя команды призера. 2-е место. Команда Prime, Республика Хакасия. Prime, ждем вас на сцене. Друзья, ждем на сцене вас и вашего куратора с нетерпением. Давайте еще раз поздравим команду, которая заняла 2-е место. И не забываем о том, что будущее действительно создается сегодня, как и приятные воспоминания этого дня. После того, как получили призы, улыбаемся и делаем общее фото на память. Спасибо вам. Желаем вам дальнейших успехов. Итак, друзья, ну что? Мы подошли к главным наградам. Да, самая торжественная часть. Чтобы торжественно объявить и поздравить победителей в обеих возрастных группах, мы снова приглашаем на эту сцену генерального директора Национального центра России Наталью Сергеевну Виртуозову. Под ваши аплодисменты. Наталья Сергеевна, ждем вас и, конечно, с нетерпением, с замиранием сердца ждем имена победителей. Во-первых, мне очень важно сказать спасибо огромное нашим партнерам. Не забываем, что сегодня воскресенье, а здесь собрались люди, которые очень заняты в течение недели. И они нашли возможность, ребят, чтобы приехать сюда в воскресенье, в свой, наверное, единственный выходной, вас поздравить. Потому что для каждого из взрослых это очень важное то, что вы делаете. Вот, поэтому низкий поклон нашим партнерам. А еще я хочу поблагодарить, я не знаю, как назвать, наверное, тех кураторов или старших, кто приехал с ребятами, кто их сопровождал. Вот. Спасибо вам огромное за то, что вот вы к ребятам с таким теплом и то, что все это случилось. Спасибо огромное. Ребят, ну я, в принципе, в самом начале уже все сказала, поэтому не буду вас здесь своими речами, а давайте, наверное, и приступлю уже к первой награде. 1-е место — Севастопольская детская школа искусств, город Севастополь. Друзья, поздравляем вас, давайте погромче поаплодируем. Вот это я понимаю, вот это я понимаю. Друзья, и давайте, пожалуйста, поздравляем вас. Вот они, самые искренние эмоции. Друзья, давайте чуть ближе к центру вставайте. К центру сцены. Еще, друзья, чуть ближе к нам вставайте. Наталья Сергеевна, тоже давайте чуть ближе к нам, чтобы стоять по центру сцены. Нет, ближе к нам, вот здесь. Так, идеально. А теперь смотрим прямо на нашего фотографа. И на 1000 камер в этом зале, друзья. Друзья, занимайте, пожалуйста, место в зале. Еще раз вас поздравляем. Мы с нетерпением ждем. Ура! Весь Севастополь сегодня гуляет, так же, как и вся Москва, вашу честь. Наталья Сергеевна, ждем имя победителя в старшей группе. Но перед этим я хочу сказать, просто я не знала, кто будет победителем, кто займет 1-е место. И я хочу сказать, что мы с вами находимся в Национальном центре России, созданном по распоряжению нашего президента. Еще у нас есть поручение у Национального центра открывать филиалы в регионах. И следующим филиалом будет открыт в городе Севастополе в ближайшее время, поэтому обязательно это тоже большое событие, и мы также всех приглашаем. Но и в других регионах продолжается, идет планирование, стройка наших филиалов. Вот, ребята, еще раз вас поздравляю. Так,
Итак, мы ждем, замерли в нетерпении в ожидании имени победителя в старшей группе. Первое место — Республика Башкортостан 3+1. Друзья, громче, громче аплодируем нашим победителям. Мы видим, что они не могут поверить своему счастью. Первое место. Поздравляем вас с заслуженной победой, друзья! Еще раз не жалеем сил и эмоций для наших победителей из Башкирии! Друзья, поздравляем вас! Пожалуйста, занимайте место в зале. Наталья Сергеевна, вас мы не отпускаем, потому что у нас есть еще одна особенная награда. Это специальный приз от генерального директора Национального центра «Россия» Натальи Сергеевны Виртуозовой. Ребят, я еще раз повторю. Вот я, например, жуткий трус. Я с детства боялась любого конкурса. Я жутко боялась проиграть. Жутко просто. И вот, и мне кажется, я избегала все конкурсы, какие только возможно, чтобы... Но потом все-таки меня настиг очень тяжелый конкурс, это поступление в МГИМО. Вот, и поэтому я с тех пор преодолеваю все время и считаю искренне, все, кто участвует в таких конкурсах, это очень смелые ребята. И каждый абсолютно победитель. И я искренне хочу сказать, что вы невероятные молодцы. Потому что, чтобы дерзнуть, не бояться, это очень смело. Поэтому, ребят, я каждого из вас поздравляю. Но сегодня я хочу отметить еще одну команду. Все ваши видео были очень интересными, технологичными, яркими. Но есть одно видео, из-за которого многие из нас прослезились. Мы, взрослые, кто смотрели это видео, мы были очень растроганы, и мы приняли решение учредить еще спецприз. Вот. И я бы хотела его вручить команде. Это спецприз Национального центра «Россия». Это команда «Хранители будущее» Приднестровья. Приднестровье! Я часто думаю, каким будет будущее. Ребят, мы даже некоторые ваши цитаты взяли в свои тексты. А ты? О чем мечтаешь ты? Ребят, я сейчас сама расплачусь. Это ваша большая поездка в Национальный центр России в Приморском крае с огромным путешествием. Там можно я... Это абсолютно заслуженная награда. Вы большие молодцы, ребят. Я хочу вас еще поблагодарить за то, у нас вчера был день рождения великого нашего поэта Александра Сергеевича Пушкина. Пушкин, он поэт и тот человек, который сохранил и украсил наш русский язык. И я вам так благодарна, что всем, ребят, я здесь всем хочу сказать, что мы, может быть, мы с разных регионов, с разных государств. Ребят, но вы говорите на таком красивом русском в своих работах. И для меня... Для всех нас, кто работает в Национальном центре России, потому что сохранение русского языка — это важнейшая задача для нашего государства. Поэтому спасибо вам еще и за это огромное, потому что мы говорим на очень великом языке. Спасибо вам большое, ребят. А вам я смотрела и даже 2 цитаты записала, буду их использовать, какие вы... И растрогалась даже. Поэтому... Еще раз от всей души давайте вместе поздравим команду. Спасибо всем большое. Но, по-моему, у нас фотография должна быть. Да, сейчас как раз. А вы не уходите. Мы сейчас все, наверное, всех позовем в зал. Дорогие друзья. Я просто очень подвижная. Видите, меня уже ведущие ругают. Друзья, сейчас все поднимаемся, выходим в зал. Все.
Не Друзья, стесняемся. поднимаемся все на эту сцену. Кто сейчас с нами в зале? Вы победители. Мы ждем вас на этой сцене для общего снимка, для кадра, который украсит историю конкурса, украсит ваши личные альбомы. Поэтому поднимайтесь все, кто сейчас в зале. Друзья, ждем вас для красивой, яркой, торжественной фотографии. Друзья, нет, смотрите, иначе вы все не поместитесь. Давайте я немножко подирижирую. Пойдемте ближе ко мне, пожалуйста, команда из Приднестровья. Займем всю сцену. Вот, например, вот даже есть меточка. Давайте вот отсюда и так, чтобы все поместились. И я расскажу один совет. Пока все собираются. Так, друзья, здесь тоже вставайте, пожалуйста, вот. Занимаем места на сцене. Главное, чтобы мы вас видели, чтобы вас видели наши фотографы, чтобы каждого из вас мы смогли лицезреть. Младших пропускаем вперед. Те, кто постарше, становитесь сзади. И давайте сделаем общую фотографию. И особенно хочется отметить, что впервые этот торжественный момент будет сопровождать гимн нашего конкурса. Автор текста, главный редактор журнала «Музыкальный ключ», финалист конкурса песенной поэзии «Знания автора-2026» Татьяна Викторовна Баландина. И что особенно символично, музыкальное воплощение этого трека было создано с помощью искусственного интеллекта. Так что мечты о будущем в каждой ноте тоже. Итак, торжественный момент. Пусть многие считают, что люди не летают, и что цветов весенних зимою не бывает. Пусть чудеса не верят и только спорят с нами, а мы откроем двери в мир встречи с чудесами. Там ласковое море оранжевого цвета котлает на заборе в малиновом берете. И вечером к обеду рассветною порою он песенку о лете подарит нам с тобою. Пятками сверкая, мы мчимся над землею, коровы пролетают у нас над головою, и нам совсем не важно, что это только сказки, а мы рисуем смело весь мир в чудесных красках. Не надо с нами спорить, хоть мы пока что дети. Мы фантазеры, мы можем все на свете. Мы можем все на свете. В зрительном зале, пожалуйста, приглашаем вас обратно за
ваши столики, за ваши места. Возвращаемся все так же дружно обратно. Потому что на этом не конец. Мы готовы еще продолжать. Это кажется, что если был общий снимок, если прозвучал гимн, то можем расходиться. Друзья, нет, у нас еще для вас подготовлены музыкальные сюрпризы. Поэтому возвращаемся, пожалуйста, обратно в наш замечательный зал. Занимаем места, потому что у нас еще есть для вас специальные сюрпризы, чем вас удивляет Наталья Сергеевна. Также приглашаем вас обратно. Занимайте места в зале. Финальный снимок на память, и мы готовы будем продолжать. Действительно, сколько снимков сегодня было сделано, сколько кадров было сделано, и каждый из них бесценный, как и те идеи, которые вы предлагали для этого конкурса. Друзья, фото сделаны, пожалуйста, занимайте места в зале для того, чтобы мы могли... Мне кажется, прямо сейчас сюрпризы. какие-то проекты рождаются, прямо сейчас на наших глазах на сцене. Да. Финальное напутствие от Натальи Сергеевны. Друзья, дорогие друзья, Наталья Сергеевна, приглашаем вас обратно в зал. Да, пожалуйста. Сейчас меня выгонят отсюда, но я руководитель, надеюсь, не сразу. Ребят, я просто хотела сказать быстро, что мы действительно, у нас вот так получилось, мы влюбились в стихи. Кто у нас, где автор наши красивые? Татьяна Викторовна, я знала, что вы Татьяна, но не знала, что Баландина. Вот, Татьяна Викторовна, как моя мама, написала эти стихи, и наши ребята поэкспериментировали, и получилась вот такая песня. Ребят, ну я, во-первых, Татьяна Викторовна, спасибо вам огромное. Вот. А я хочу сказать, потому что главные слова в этой песне, ребят, что мы фантазеры, и мы можем все на свете. Поэтому я вас очень прошу, мечтайте, дерзайте. У вас обязательно, вот все, во что вы будете верить и не будете лениться, это все обязательно сбудется. Я вас так влюблена, никак не могу со сцены уйти. Провожаем вас бурными аплодисментами. Друзья, сейчас несколько слов нам хотела бы сказать наша замечательная Алиса, наш виртуальный рассказчик. Поэтому все внимание на экран. Когда-то человек мечтал летать. Стремился заглянуть за горизонт. А однажды прикоснулся к звездам. Мечта дает импульс достигать невероятного. И выходить за пределы возможного. Воображайте, исследуйте и не бойтесь делать шаг в неизвестность. Ведь каждый новый шаг приближает вас к вашей мечте. Каждый новый шаг приближает нас к мечте, друзья. Мы также летим вперед, но мы не готовы с вами еще прощаться, потому что, как мы и говорили, у нас есть для вас музыкальные подарки. Специально для вас артисты и хореографы крупных российских и международных проектов, телевизионных и театральных площадок. Их выступления можно встретить в разных уголках России. А в своем взаимодействии они также известны под названием «КЕД». Команда Егора Дружинина. Давайте их погромче поприветствуем. И, друзья, напоминаем, что это ваш день. Поэтому сейчас не стесняемся. Можете вставать, танцевать и подпевать и подтанцовывать нашим артистам.
like the first time I made time in a minute. Rock with it, I'm in attendance. How could we pair feelings aside? I gotta match the fires to the flame. The feeling just got attached. I got the days fall to straight, fall away small. The waist started dancing on me. Had to take you back home. Time moving slow, we fast forward. Butterflies in the belly, your signs is angelic. And mine through my aesthetic, and most to try get it. Love it without limits, the message is over there. Round and round with me, the baby don't mind spinning. Word, put it working up a furl. Shorty could be my girl. Look at this so girl, she precious like little pearls. Hair straight of them curls, beautiful cause you earned it. Making this thing worth it. Спасибо большое. Немножко отдышки. От лица Кет хочу сказать, как прекрасно, что есть такое мероприятие. Как прекрасно, что вы можете делиться талантами. Я хочу вам пожелать творить, создавать, чувствовать этот мир так, как вы его чувствуете. Верить себе, верить своим силам, верить своему направлению. Поверьте, важнее этого нету ничего. Это огромнейшая ценность, когда вы чувствуете, кто вы есть, как вы по этому миру идете, и главное, зачем. Поэтому я желаю каждому в этом зале, дорогим победителям, гостям, чувствовать этот вектор, создавать то, что, возможно, еще не создано. Верьте своим мыслям, верьте креативу, верьте своему внутреннему импульсу. Идите за этой душой, которая вас зовет в исследование этого прекрасного мира, а главное, своего внутреннего. Спасибо вам огромное, очень рада быть здесь с коллегами. Прекрасного вам вечера. Спасибо. Друзья, спасибо вам, Кет. Команда Егора Дружинина зарядила нас драйвом, эмоциями и невероятной энергетикой. Спасибо вам за то, что к нам сегодня присоединились. Это было действительно невероятно. Ну что, друзья, уважаемые участники, зарядились энергией, позитивным настроением. И вот, не теряя темпа, двигаемся вперед к новым достижениям, к новым идеям и к новым открытиям. Дерзайте, творите, верьте в себя и мечтайте, конечно, безгранично. И пусть ваши мечты обязательно сбудутся. Все в ваших руках. Спасибо и до новых встреч. Мы с вами не прощаемся, еще увидимся на этой сцене.